Всем привет, вы на канале Дифи, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, ставьте этому ролику огромный палец вверх. Ну а тема данного видеоролика — это рынок винилов. Сегодня я расскажу детально про рынок винилов, как можно зарабатывать на рынке винилов, расскажу, как можно нарисовать классный крутой винил, расскажу, как можно вносить в чужие винилы изменения, как можно за них не платить за эти винилы. В общем, думаю, вас заинтриговал, так что давайте сразу перейдем на рынок винилов и начнем с самого начала, так сказать, с азов. Ну, во-первых, у нас есть такая иконочка «Рынок винилов», она находится в правом верхнем углу. Мы сюда переходим, и нас встречает вот такое окошко. Здесь мы видим, винилы у нас уже сразу встречают. Мы можем листать странички и рассматривать эти винилы, рассматривать их к покупке. Можем также само оценить этот винил. Вот, допустим, Nissan GT-R 32. Ну, давайте поставим ему 4, так как, в принципе, оценку не хочу ставить меньше. Я думаю, человек старался, вот мы поставили оценку. Эта оценка влияет на рейтинг винила. За счет рейтинга винил может попасть в лучшие винилы, может попасть в выбор редакции и все такое подобное. Вот, допустим, 6. Данный винил мне не нравится, я хочу ему поставить 1. Корветик, вот этот винил, который уже имеет около 400 оценок, средний у него балл 4,3, я поставлю 5. И давайте прикупим этот винил, так как я уверен, что в будущем он перенесется в лучшие винилы и уже будет стоить 100 баксов, так как зачастую так и происходит. Винилы с хорошей оценкой от игроков, и там, где много этих оценок, часто редакции относят к лучшим винилам. Также у нас есть фильтр. За счет фильтра мы можем выбрать класс автомобиля, сам автомобиль, на который мы ищем винил. Можем искать эти винилы по различным тегам. Можем смотреть и искать винилы по оценке, по количеству покупок. Также мы можем найти свой избранный винил, на который, допустим, у нас не хватило денег, но мы его оставили в избранных и можем теперь купить. Можем посмотреть винилы, которые выбрала редакция. Кстати, у нас на моей платформе, на которой я играю, всего лишь один винил в этом месяце, который выбрала редакция. Это вот такой винил на BMW M5 E60. Мне он, если честно, не нравится. Я ему вот так ставлю, скажем, негативную оценку, всего лишь 1 звездочку. Также про избранные я вам говорил, у меня сейчас нет винилов в избранном, но вот как это все в принципе происходит. Вот, допустим, я ищу на рынке винил. Эти мы уже с вами видели, давайте какие-то другие. Вот, допустим, на 3 страничке, может, на 5. Вот какой-то сейчас винил мне, допустим, плюс-минус зайдет, и я захочу его купить, да? А вот у меня на счету оказывается 5000 монет или 70 баксов, и мне не хватает валюты, чтобы купить винил. Вот, допустим, Nissan GT-R, вот на него такой интересный винил, и я его очень хочу купить, и я его добавляю в избранный, так как у меня нет монет, чтобы его купить. После чего когда-то я захожу в избранные, бац, этот винил, да, мне он раньше нравился, сейчас нравится, хочу купить. Нет, так нет, мы его можем легко добавлять, убирать из избранных. В избранных может быть хоть и миллион винилов. На рынке сейчас на моей платформе 2600 винилов, которые выставлены на сам рынок. Поначалу винилы, как только добавили этот рынок в игру, выкидывали самые обычные, с покраской, без никаких интересных рисунков, граффити, надписей. А вот сейчас уже начали делать довольно нормальные винилы. Раньше, как только все начиналось, такого здесь не было. Также, возможно, вы не знаете, за каким винилом вы пришли на рынок, и вы можете нажать кнопочку «Случайный винил». И тут вам падает любой винил, который вам подобрала система. В моем случае это не очень такой интересный винил, скажем так, фашистский, но это у каждого свое мнение. И вот я его хочу, могу оценить, могу этот винил купить, могу посмотреть, кто его сделал, могу посмотреть, кто его и когда сделал. И, кстати, вот, чтобы получить доступ к рынку винилов, вам нужен премиум. Ну, премиум нужен, чтобы продавать свои винилы, вот эта тема заработка. Но об этом тоже чуть-чуть позже расскажу. Хотя могу вам показать, что у меня, допустим, продается, но только после того, как мы рассмотрим лучшие винилы. Как я и говорил, лучшие винилы, сюда относятся те винилы, которые имеют много оценок, и эти оценки положительные. Вот, допустим, у них средний балл от 4 до 5. Эти винилы добавляют сюда редакция. Вот, допустим, у меня в гараже есть вот такой винил, не хотел вам палить, но вот здесь, на этом виниле, мы можем увидеть, что
нарисован Человек-паук, он довольно качественно детализирован, редакция посчитала, что много позитивных оценок, игрокам нравится, и винил довольно достойный того, чтобы продаваться за баксы. И вот такие винилы продаются, да, и на этом тоже люди довольно много зарабатывают. Вот, допустим, среднее количество продаж по 200 штук. То есть за каждый винил вы получаете 100 баксов. Всего вы получите 20 тысяч в среднем за какой-то хороший винил. Хотя вот, допустим, я только что показывал вам на Nissan Skyline винил, и я, честно, не понимаю, почему вы сюда добавили, но игрокам, видимо, нравится, и разработчики, точнее не разработчики, а редакция его сюда добавляет. Винилов тут полно, на моей платформе довольно каких-то интересных винилов нету, а вот на платформе Android можно найти довольно куча интересных винилов. Я думаю, те, кто играет, знают, о чем я говорю. Также вам выгодно попытаться купить винил за монеты, который в будущем стрельнет, получит довольно большое количество хороших позитивных оценок, его перенесут в лучшее, и он уже будет продаваться за баксы. Кстати, говорят, что в будущем, возможно, вы сможете стать правообладателем на данный винил. То есть будет продаваться не сам винил, а права на данный винил, что вы можете его использовать и изменять его и продавать. То есть такое, возможно, в будущем в игре будет. Это ходят такие слухи, это слухи пошли с бета-тестов. Но я, если честно, думаю, что такого не будет, хотя вот пытаюсь покупать интересные винилы. Возможно, в будущем все-таки такое произойдет, и это выстрелит, и на таких винилах я смогу в будущем заработать. Вот, допустим, винил на 6. Он довольно очень просто рисуется. Я его купил за баксы, хотя раньше подобные винилы я мог найти и купить за монеты. То есть, если этот раньше винил и продавался за монеты, то сейчас его уже можно купить только за баксы. Хотя винил очень прост. Вот, допустим, винил, который нашел, вот только что выставили на Subaru BRZ, его стоит купить, так как я уверен, что в будущем его перенесут в лучший, он уже будет продаваться за баксы. Как видим, уже на нем 50 оценок. Есть винилы, которые снимали с рынка и вновь выставили, и они начинают набирать не с нуля оценок, а с того количества, которые были до его снятия с рынка. То есть, допустим, я продавал какой-то винил на 4, мне поставили 30 оценок, и у меня был какой-то средний балл, я его снял с продажи, и через месяц выставил на рынок, и у меня начинается оценивать не с нуля, а уже с той отметки, которая у меня была. В принципе, про рынок винилов все сказал. Сейчас буду уже рассказывать про то, как можно зарабатывать на винилах и как можно вносить изменения в чужие винилы. Начну с заработка. Вы можете продавать винилы свои, если имеете премиум. Выставлять вы можете до 3 лотов, то есть вы выставили 1 лот, и этот лот вы можете продавать месяц, 2 и сколько хотите. Вы можете его снять когда захотите, но снимать вы можете по одному лоту в 24 часа. То есть 1 лот в сутки вы можете убирать с рынка и 1 выставлять. И вот как-то так это все происходит. Вот, допустим, есть у меня копейка, и я решил нарисовать на нее какой-то классный винил, который у меня на рынке купят. Вы можете накрутить себе оценку, и тогда винил будет чаще покупать. Я нарисовал винил довольно прикольный, использовал все элементы на быструю руку, я ни на какую оценку не претендую. То есть поставят 1, поставят 1, поставят 5, поставят 5. Этот винил вы выставляете на рынок, но прежде чем выставить на рынок, вы должны указать теги. Теги вы можете указать всего лишь 3 тега, можно без тегов выставлять винилы, но все же лучше их использовать, так как с тегами зачастую винилу легче продвигаться в плане оценок. И вот, допустим, я выбрал 3 тега, и у меня уже созданный винил. Я его выставляю на рынок, и этот винил уже, получается, продается. Он начинает набирать какую-то популярность среди игроков, и вот именно этот винил мне будет приносить доход. Пока что в виде монет. Если кто-то купит этот винил 1 раз, я буду получать по 5000 с продажи, так как у рынка есть своя комиссия. Чтобы поднять рейтинг, вы можете попросить своих друзей купить, вы можете попросить в чате купить этот винил. И люди начнут вот так вам накручивать оценку. Есть люди, которые сами вам могут накрутить оценку на ваш винил,
в принципе, чем больше позитивных оценок, чем чаще берут винил. Ну и вы должны сами понимать, что если вы накрутите на вот такой винил 1000 оценок и все они будут позитивные, то никто вас винил все равно брать не будет. Вы должны постараться над самой прорисовкой винила, чтобы он был довольно интересный, чем-то цеплял, и он не должен быть как у всех. Он должен реально чем-то отличаться и выделяться. Вот, допустим, вы выставили, ваш винил он не набрал активности, да, такое может быть, и все, в принципе, продажи на нем дальше не будут расти, так как он не будет рекомендоваться игрокам, так как он набрал негативные оценки или вообще не получил оценку. В таком случае я рекомендую вам снять винил с рынка и попробовать нарисовать какой-то реально достойный винил. Ну и вот, допустим, вы разочаровались в том, что ваш винил никому не понравился, и купили себе вот такой винил, вы купили его за 10 тысяч монет, изменений никаких вы в него вносить не можете, кроме того, что можете покрасить только диски, полки и поставить тонировку, то есть в сам винил вы не можете вносить никаких корректировок. Ну вот, допустим, у вас есть какой-то код, и вы можете загрузить по этому коду покраску на вот данную машину. Для этого вы должны сбросить старый винил, для этого нажимаете кнопку «Сбросить все», и можете поставить винил по коду. Когда вы ставите винил по коду, у вас не списываются эти 10 тысяч. То есть вы нашли ID-шник винила. В интернете, на просторах YouTube вообще полно роликов. Для разных платформ разные винила. То есть если вы нашли код на платформе Android, этот винил вы не найдете на платформе iOS. И наоборот. То есть по этому коду вы можете найти и поставить бесплатно винил, и в этот винил вы можете вносить модификации. Вот, допустим, я ввел код, на такой код не нашлось, увы, никакого винила. Да, есть те винилы, которые пропадают с игры, и код уже не действителен, такое тоже может быть. Но вот, допустим, перед роликом я все проверял на АКе. На АКе стоит вот такой винил, я его загрузил по определенному коду, который нашел на просторах YouTube в одном из роликов. И в этот винил я могу вносить свои корректировки. Вот видите, уже все можно было делать. Ну вот, допустим, еще раз показываю. Нажимаете «Загрузить покраску», вводите код, который вы нашли, вам дали. Я не знаю, где вы его добыли. И по этому коду у вас загружается вот такая покраска. Вы нажимаете кнопку «Загрузить», и она появляется у вас здесь. И потом вы можете ее применить к своему автомобилю. После чего в эту покраску вы можете внести любое изменение. Но, скажу сразу, такую покраску вы не сможете продать, так как эта покраска будет считаться модифицированной, то есть вы внесли какую-то в нее правку, но такую покраску вам система не даст продать. Но все же изначальная цель покупки данного винила у вас была для того, чтобы поставить ее на свой автомобиль. И это вам небольшой такой лайфхак, который, я думаю, вы уже о нем могли где-то слышать, про то, что вот так можно по коду загружать винилы, за них не платить и вносить в них изменения и ставить их, разумеется, на свой автомобиль. Вот такой как бы лайфхак я вам рассказал. Про продажу вам тоже все рассказал, про сам рынок тоже все рассказал. И вот если у вас появилось после просмотра данного видеоролика такое ощущение, что вы хотите увидеть, как это происходит вообще, как рисуются винилы, как сделать вот такой винил с переливом или какой-то другой, я могу для вас снять такой ролик. Посмотреть, сколько я смогу заработать на подобном виниле или на каком-то другом виниле. Вот, допустим, я сниму для вас ролик, где нарисую 3 винила. Один, допустим, с таким переливом, один в стиле моего Peugeot и еще какой-то винил, допустим, с обвесами. То есть винил, на котором есть визуальные обвесы, но которых в реальности нет. И вот я сделаю 3 винила, выставлю их на продажу, подожду сутки. На один я накручу оценки, на другой не буду, и еще с третьим что-то придумаю. И посмотрим, сколько винилов продастся, сколько я смог на этом заработать. Если вам интересна такая идея и понравился данный ролик, напишите об этом в комментах. С вами был, как всегда, Дифи. Всем пока-пока.